лабиринте человеческого существования, где сталкиваются боль и мимолетные радости, существует тропа, ведущая к заветной гавани, прекращению всех страданий. Это путь, открытый для каждого, кто осмелится заглянуть в бездну самых сокровенных вопросов бытия. Этот путь не был проложен божественным вмешательством, а стал результатом усилий обычного человека, чья история продолжает вдохновлять миллионы. Речь пойдет о личности, которая отказалась от мирских благ и роскоши, дабы найти способ избавления от страданий всего живого. В глубоком сосредоточении и самоанализе он открыл истины, которые и по сей день продолжают оказывать глубокое влияние на жизни людей по всему миру. Более 2500 тысячелетий назад, примерно в 563 году до нашей эры, в древнем царстве Капилавасту родился мальчик, чье появление было окутано пророчествами и предзнаменованиями. Ему дали имя Сиддхартха Гаутама. Мудрецы предрекали, что ему суждено стать либо великим царем, чья власть будет простираться на огромные территории, либо духовным лидером, чьи учения изменят ход истории человечества. Царь Шудхадана, отец Сиддхартхи, опасаясь, что сын может отречься от престола и выбрать путь аскета, решил оградить его от любых проявлений страданий. Он окружил Сиддхартху роскошью и удовольствиями, создав для него мир, в котором боль и страдания были тщательно скрыты. Так Сиддхартха рос, не подозревая о горестях, которые были уделом большинства людей. В роскошных дворцах, утопающих в несметных сокровищах, где нескончаемые торжества сменяли друг друга, он наивно полагал, что счастье – это его неотъемлемое право, дарованное ему самим рождением. В юном возрасте он соединил свою судьбу с Ешадхарой, женщиной, чья пленительная красота и исключительная добродетель вызывали всеобщее восхищение. Для стороннего наблюдателя его существование казалось воплощением совершенства и гармонии. Тем не менее, в глубине его души зрело необъяснимое беспокойство, словно некая тайна тяготила его сердце. Он смутно ощущал, что за неприступными стенами его блистательного дворца скрывается некая высшая истина, тщательно оберегаемая от посторонних глаз, ускользающая от понимания. На протяжении 29 лет Сиддхартха Гаутама наслаждался всеми благами цивилизации, намеренно огражденной от любых проявлений страданий и лишений. Однако, несмотря на это, в его внутреннем мире постепенно нарастало чувство неудовлетворенности, смутное осознание неполноты бытия, словно незримая реальность, пронизывающая все сущее, оставалась для него недоступной. Однажды, повинуясь внезапному порыву, он обратился к своему верному вознице Чанне с просьбой вывести его за пределы золотых ворот, отделяющих его от внешнего мира. То, что предстало перед его взором, навсегда изменило его представление о жизни. Во время поездки по шумным и многолюдным улицам города Сиддхартха случайно заметил человека, чье лицо было испещрено глубокими морщинами, волосы тронуты сединой, а спина согнута под бременем прожитых лет. Заинтригованный увиденным, Сиддхартха обратился к Чанне с вопросом, не скрывая своего удивления. Что случилось с этим несчастным? Почему он утратил силу и энергию молодости? Чанна с почтением объяснил, что старение – это неумолимый процесс, затрагивающий каждого человека. С течением лет бренное тело постепенно утрачивает свою прежнюю силу и энергию. Эти слова, словно раскат грома, поразили юного Сиддхартху. До этого момента он никогда не задумывался о том, что время способно превратить цветущую молодость и крепкое здоровье в нечто столь уязвимое и немощное. Тревога закралась в его душу, и он задался вопросом: неужели эта участь неизбежна для всех без исключения? Во время одной из последующих прогулок взор Сиддхартхи упал на тяжелобольного человека, который с трудом переводил дыхание, а в его глазах читалась невыносимая мука. Сиддхартха вновь обратился к Чанне с вопросом о том, что случилось с этим несчастным. Чанна ответил, что человек болен, подчеркнув, что недуг может поразить любого внезапно, без малейшего предупреждения. Сердце Сиддхартхи сжалось от боли и сострадания. До этого момента он воспринимал здоровье как нечто само собой разумеющееся и незыблемое. Однако теперь он осознал, что тело бренно и подвержено страданиям и ограничениям, которые не подвластны человеческой воле. Во время очередной прогулки Сиддхартхе предстала еще более душераздирающая картина. По улице несли тело, предназначенное для кремации, в сопровождении безутешных родственников и друзей. Сиддхартха с тревогой спросил, что случилось с этим человеком. Чанна с печалью в голосе ответил, что он умер, подчеркнув, что смерть – это участь, которая ждет каждого, и никто не в силах избежать ее.
Слово «смерть» пронеслось в сознании Сиддхартхи раскатом грома, отрезвляющим и пугающим. Он вгляделся в лица, окружавшие его. Мужчины, женщины, дети – все они без исключения были обречены на один и тот же финал. В его разуме зазвучал вопрос: если смерть – это неминуемый удел каждого, то в чем тогда смысл всего сущего? Среди всеобщего страдания его внимание привлек один человек. Незнакомец с бритой головой, одетый в скромные одежды, двигался неспешно и величаво. В отличие от остальных, он излучал спокойствие и невозмутимость, словно был хранителем тайны, недоступной другим. «Кто это?» – спросил Сиддхартха. «Это отшельник», – ответил Чанна. «Он оставил мирские заботы и стремится к обретению внутреннего покоя». В этом монахе Сиддхартха увидел проблеск чего-то, казавшегося невозможным в известном ему мире. Спокойствие среди хаоса, свободу среди страданий. Эти 4 судьбоносные встречи открыли глаза Сиддхартхи на подлинную реальность существования. Жизнь мимолетная и приходящая, она омрачена старостью, болезнями и смертью. Страдания кажутся неизбежными спутниками человеческого бытия. Но существует нечто большее, некая высшая реальность, выходящая за пределы страданий, намек на которую он уловил в облике монаха. Это событие зародило в его уме исключительный вопрос: возможно ли избежать мучений? Так начался его путь к просветлению. Сиддхартха принял решение отправиться на поиски истины. Перешагивая порог дворца, чтобы уйти, он оставил не только богатство и беззаботную жизнь, но и любовь супруги Яшадхары и невинного сына Рахулы. В последний момент он взглянул на них, мирно спящих. Как я могу быть любящим отцом или мужем, если страдания пронизывают все вокруг? Не лучше ли найти способ избавить от них всех? Его сердце сжималось от боли. И хотя его решение покинуть дом было продиктовано состраданием к миру, оно также было отмечено глубокой жертвой, груз которой он нес на протяжении всего своего духовного путешествия. Покинув дворец, Сиддхартха Гаутама не был человеком без направления. Он понимал, что для постижения природы страданий и путей освобождения от них ему необходимо учиться у тех, кто посвятил свою жизнь духовным поискам. Так он пришел к Аларе Каламе, известному наставнику, который раскрывал тайны глубокой медитации. Алара Калама был выдающимся духовным наставником, чья слава распространялась благодаря его уникальным методикам достижения трансцендентности и выхода за границы материального мира. Он искусно направлял своих последователей к вершинам медитативных состояний, известных как дхьяны, где разум обретал способность проникать в сферы, недоступные обыденному человеческому восприятию. В этих состояниях, как утверждал Алара, возможно было временно освободиться от оков страданий и непостоянства, присущих земному существованию. Сиддхартха, наделенный необычайной целеустремленностью и выдающимися способностями, с поразительной быстротой освоил все тонкости учения Алары. Он достиг состояния небытия, где растворялись мысли и чувства, исчезало даже ощущение собственного «я», уступая место лишь безмолвной пустоте. Несмотря на достижение этого возвышенного состояния, Сиддхартха ощущал глубокое неудовлетворение. Он понимал, что это не является тем окончательным решением, которое он искал. Пустота, какой бы умиротворяющей она ни была, не обладала свойством постоянства. По возвращении из медитативного состояния страдания вновь давали о себе знать, возвращая его к исходной точке. Охваченный сомнениями, Сиддхартха обратился к Аларе с вопросом, который не давал ему покоя. «Учитель, является ли это конец нашего духовного путешествия? Действительно ли это состояние является тем самым освобождением, к которому мы стремимся?» Алара, не колеблясь, ответил: «Да, Сиддхартха, вы достигли вершины. Выше этого состояния нет ничего, чего мы могли бы достичь». Однако Сиддхартха не почувствовал удовлетворения. В глубине души он понимал, что истина лежит за пределами достигнутого. Нечто глубоко внутри него настойчиво утверждало, что подлинное освобождение должно носить характер устойчивый и незыблемый. Преисполненный благодарности к своему наставнику, он продолжил свой путь, движимый непоколебимой решимостью исследовать самые отдаленные горизонты разума и бытия. Следующий виток его духовных исканий привел его к Удаке Рамапуте, еще одному прославленному учителю, чьи исследования были сосредоточены на постижении еще более тонких состояний медитативного созерцания. Под его чутким руководством Сиддхартха достиг состояния, именуемого «ни восприятия, ни невосприятия», той пограничной области, где разум балансирует на самой грани между существованием и полным небытием.
В этом состоянии происходит полное растворение всякой двойственности. Боль и удовольствие, субъект и объект – все исчезает, остается лишь едва уловимое присутствие, ускользающее от всякого определения, находящееся за пределами досягаемости языка и логики. И вновь Сиддхартха явил миру свои выдающиеся способности, с поразительной быстротой достигнув высот, покорившихся лишь немногим избранным ученикам. Однако, как и прежде, по возвращении из этих трансцендентных состояний, он с горечью осознавал, что страдания по-прежнему остаются неизменной и неотъемлемой частью человеческого существования. «Учитель», — произнес он, — «это состояние поистине глубоко, но оно не является конечной целью. Поиск ответов на извечные вопросы о природе страданий и путях избавления от них привел Сиддхартху к Уддаке, чей ответ стал одновременно просветляющим и обескураживающим. Уддака заявил, что достигнутая им вершина практики не имеет дальнейшего развития. Сиддхартха, испытывая признательность, не мог скрыть разочарование. Он осознал, что даже те мудрецы, которые проникли в самые сокровенные уголки разума, все еще сталкиваются с теми же барьерами, которые он стремился преодолеть. Наставления Алары и Уддаки, безусловно, заложили важный фундамент для Сиддхартхи, но не стали окончательными ответами, к которым он стремился. Они продемонстрировали безграничные возможности человеческого разума, способного достигать невероятных состояний сознания. Однако эти состояния, как оказалось, были мимолетными, и страдания неизбежно возвращались. Сиддхартха пришел к выводу, что методы, основанные исключительно на развитии разума, не могут привести к полному освобождению. Ему предстояло превзойти все, чего достигли учителя его времени. Отныне не чужие наставления, а его собственная глубокая интуиция станет проводником в этом путешествии, полным ответов, ждущих своего часа. Наставники привели его к вратам просветления, однако шаг за порог станет личным паломничеством, которое предстоит совершить в одиночку. Оставив позади учителей с их медитативными практиками, Сиддхартха Гаутама пришел к убеждению, что ключ к избавлению от страданий кроется в более суровом пути, в испытании пределов человеческого тела. Он присоединился к группе аскетов, чьим кредо было умерщвление плоти как средство достижения освобождения. Для этих людей телесная оболочка представлялась врагом, темницей, которую необходимо ослабить и превзойти. В своей неутолимой жажде истины Сиддхартха с головой погрузился в эту философию. Последующие годы стали для него временем суровых телесных ограничений, ведь он верил, что, подавляя все физические потребности, его разум воспарит над страданиями. Дни Сиддхартхи превратились в череду безжалостных экспериментов над собой. Он изнурял себя продолжительными постами, сводя свой рацион до мизерного количества пищи, пока его тело не превратилось в живой скелет. Кости отчетливо проступали сквозь кожу, а жизненные силы неуклонно покидали его. Он испытывал дыхательные техники, доводя себя до состояний невыносимой боли и грани потери сознания. Беспощадные ночи испытывали его стойкость. Под открытым небом, без малейшей защиты, он боролся с пронизывающим холодом, убежденный, что каждое лишение приближает его к заветной свободе. Он намеренно избегал любых проявлений комфорта, отвергая даже спасительную тень деревьев, предпочитая долгие часы изнывать под испепеляющим солнцем. С каждым прожитым днем жизненная энергия, некогда отличавшая его как принца, неуклонно покидала его. Но вместо отчаяния в его сердце росла убежденность в прогрессе, в символической смерти прежней личности, в полном отречении от мирских благ. Другие аскеты, разделявшие суровый образ жизни Сиддхартхи, преклонялись перед его непоколебимой преданностью. Они восхищались его несравненной дисциплиной, видя в нем человека, стоящего на пороге просветления. Однако в душе Сиддхартхи закрадывалось беспокойство. Несмотря на то, что он в совершенстве овладел искусством переносить невыносимые физические страдания, его разум оставался мятежным, не находя долгожданного покоя. Однажды, находясь на грани физического истощения, он уловил отдаленный звук. Это был нежный и мелодичный голос, доносившийся с вод близлежащей реки, словно пение небесного создания. С истощенными запасами жизненных сил Сиддхартха поднял свой взор, привлеченный доносившимся звуком, словно его внутреннее «я» стремилось уловить этот неожиданный миг прекрасного. На борту речного судна музыкант колдовал над струнами незатейливой лютни. Мелодия, рождавшаяся под его пальцами, была полна нежности, но внимание Сиддхартхи привлекли слова мастера, обращенные к юному ученику, стоявшему неподалеку. Он говорил о том, что чрезмерное натяжение струны ведет к ее обрыву,
а недостаток натяжения лишает ее голоса. Истина, по его словам, заключалась в гармонии, в избегании крайностей. Эти простые слова ворвались в сознание Сиддхартхи, подобно вспышке молнии, озаряя доселе скрытые уголки его разума. Он осознал, что его существование было отмечено постоянными метаниями из стороны в сторону. Во дворце он купался в роскоши и удовольствиях, а на пути аскезы подвергал свое тело нещадным испытаниям, словно в истязании плоти заключался ключ к освобождению. И вот, в тишине, нарушаемой лишь звуками лютни и неумолчным шепотом реки, истина предстала перед ним во всей своей ясности и простоте. Гармония — вот решение. Жизнь, подобно струне музыкального инструмента, требует определенного напряжения, чтобы звучать, но не настолько сильного, чтобы оборваться. Вместо того, чтобы отвергать или уничтожать телесную оболочку, мудрец осознал ее как бесценный инструмент на пути духовного совершенствования. Чрезмерные лишения не представлялись ему более достойными, нежели неумеренная гедонистическая жизнь. И то, и другое, по его мнению, лишь уводило от подлинной сути вещей, отвлекая от истины. Прозрением для него стало понимание, что искомый им путь лежит не в крайностях, а в срединном пути, в достижении гармонии между физическим, ментальным и духовным аспектами бытия. Этот простой, но в то же время глубокий момент стал поворотным в его духовных исканиях. На следующее утро на берегу реки Найранджана истощенного Сиддхартху повстречала простая женщина по имени Суджата и предложила ему отведать чашу молока и риса. Он принял этот дар, что вызвало негодование у его собратьев-аскетов, расценивших это как предательство их общих принципов. Благодаря поддержке Суджаты Сиддхартха окончательно отказался от изнурительного аскетизма. Он выразил признательность другим аскетам за их братство, но пояснил, что более не может следовать их путем. Они осудили его и покинули, уверенные в том, что он оставил свои духовные поиски. Однако Сиддхартха чувствовал, что он как никогда близок к истине. Он осознавал, что его дальнейшие поиски не могут быть внешними, и что он не может полагаться на аскетические практики или ритуалы. Больше не было нужды в наставниках или догмах, ведь истинный путь к мудрости пролегал через глубины собственного «я». Именно поэтому он расположился под сенью дерева Бодхи и обратился ко Вселенной с заявлением, полным непоколебимой решимости. Он не покинет этого места, пока не достигнет просветления, пока не найдет ответ на извечный вопрос о человеческих страданиях. Он не подгонял время, но осознавал, что настал решающий миг. Его путь не завершится до тех пор, пока он не постигнет, без тени сомнения, подлинную сущность реальности. В этот судьбоносный час разум Сиддхартхи подвергся испытанию Марой, демоном, олицетворяющим мир иллюзий. Мара представал не как плотское существо, а как воплощение сил, стремящихся сбить человека с пути истины. Он прибегал ко всему, чтобы нарушить медитативное состояние Сиддхартхи. Он посылал своих дочерей, символизирующих похоть и чувственные наслаждения, чтобы соблазнить его плотскими искушениями. Он приводил полчища демонов, чтобы запугать его, и даже пытался атаковать его силой страха. Но Сиддхартха оставался непоколебимым. Он не позволял себе отвлекаться на иллюзорные образы, зная, что они — лишь тени, отбрасываемые истинной реальностью. Его не тревожили ни плотские утехи, ни душевные терзания. Соблазны Мары рассеивались, словно призрачные тени в лучах солнца, когда он встречал их с бесстрашием и невозмутимостью. В этой судьбоносной схватке с Марой, сумев устоять перед его коварными искушениями, Сиддхартха явил миру свою победу над бренными желаниями и заблуждениями эго. Обессиленный Мара был вынужден отступить, осознав, что более не властен над тем, кто обрел незыблемый внутренний покой. Предания гласят, что после 49 дней непрерывной медитации Сиддхартха наконец-то постиг то, к чему стремился долгие годы. Другие же утверждают, что его духовный подвиг длился лишь 7 дней и 7 ночей. Как бы то ни было, в возрасте 35 лет Сиддхартха Гаутама достиг вершины духовного просветления. Ему открылась не только сущность жизни и страданий, но и, что самое главное, первопричина этих страданий и путь к их преодолению. Первым откровением, озарившим разум Сиддхартхи, стала идея непостоянства, аничча, всего сущего в этом мире. Он узрел, как луна сменяет солнце, как день уступает ночи, и понял, что все в мироздании подвержены неустанным изменениям. Никто не властен над течением времени, ничто не остается неизменным, даже на кратчайшее мгновение. Прозрение осенило его. Корень человеческих мук кроется в цеплянии за эфемерное.
Люди жаждут вечной молодости, неувядающей любви, неиссякаемого здоровья, нескончаемого богатства и нерушимой дружбы. Однако, подобно сменам времен года, все подвержено переменам. Человеческий разум, не постигая мимолетности бытия, глубоко страдает, сталкиваясь с этими трансформациями. Именно отчаянное сопротивление неизбежному ходу вещей, тщетные попытки обуздать неподвластное контролю, порождают страдания. Сиддхартха с кристальной ясностью осознал, что именно человеческий разум является первопричиной страданий. Когда разум судорожно цепляется за приходящее, он творит иллюзию вечности. Когда люди отождествляют себя с чем-либо, будь то тело, имущество, отношения или даже мысли, они стремятся зафиксировать это, сделать незыблемым. Но истина заключается в том, что все в этом мире временно, все проходит, и ничто не может избежать всевластного закона перемен. Вторым великим откровением стала реальность страдания, или дукха. Сиддхартха постиг, что страдание пронизывает все грани человеческой жизни. Это не то, чего следует избегать или пытаться преодолеть усилием воли, а фундаментальная черта человеческого существования. Круг страданий в человеческом бытии не ограничивается лишь физическими муками или горечью утрат. Он охватывает широкий спектр разочарований и эмоциональных терзаний, с которыми сталкивается каждый из нас на жизненном пути. Концепция дукха включает в себя не только явные проявления боли, но и глубоко укоренившееся чувство неудовлетворенности, преследующее нас в повседневной рутине. Это то самое ощущение внутренней пустоты, которое возникает в бесконечных поисках чего-то, что могло бы принести нам полное удовлетворение. Сюда же относится и осознание неопределенности и мимолетности самого существования, добавляющее тревоги в нашу жизнь. Сиддхартха Гаутама, известный как Будда, ясно подчеркивал, что страдания не сводятся лишь к очевидным физическим или душевным ранам, которые мы испытываем в моменты кризисов. Они пронизывают все наше существование, проявляясь в постоянном стремлении к удовольствиям, жажде успеха, безопасности и контролю над своей жизнью. Каждое нереализованное желание, каждая разорванная связь с близкими, каждое несбывшееся ожидание – все это является формой страдания, пусть и не всегда очевидной. Будда учил, что страдание – это не нечто инородное, привнесенное извне, а неотъемлемая, существенная черта нашего существования. Принятие этого факта – первый и необходимый шаг на пути к освобождению от оков страдания. Только признав свою боль, будь то острую или скрытую глубоко внутри, мы можем начать процесс исцеления и обретения внутренней гармонии. Вторая из 4 благородных истин, известная как Самудая, раскрывает корни человеческих страданий. Просветленный Будда постиг, что страдания не возникают из ниоткуда, у них есть вполне конкретная причина – неутолимая жажда. Это вечное стремление к чувственным удовольствиям, материальным благам, власти над другими и даже к самому существованию. И эта жажда, в свою очередь, подпитывается глубокой привязанностью ко всему, что мы считаем своим. Человеческий разум, словно неугомонный двигатель, постоянно толкает нас к поиску удовлетворения. Обладая чем-то, мы тут же хотим большего. Достигнув определенной цели, мы стремимся удержать ее любой ценой. И когда желаемое ускользает, нас охватывает разочарование и горечь. Этот замкнутый круг желаний и привязанностей формирует невидимую тюрьму, в которой мы порой даже не осознаем своего заточения. Однако, учение Будды идет дальше, указывая на то, что жажда не ограничивается лишь материальным миром. Мы жаждем одобрения окружающих, чувства безопасности, признания наших заслуг и четкой идентичности в собственных глазах и в глазах других. Этот непрестанный поиск чего-то большего, что могло бы дать нам ощущение полноты и завершенности, обрекает нас на нескончаемые страдания. Ведь то, к чему мы так отчаянно стремимся, никогда не сможет до конца заполнить ту экзистенциальную пустоту, которую мы ощущаем внутри себя. Просветленный Будда, обладая глубочайшей мудростью, утверждал, что неутолимая жажда желаний является первопричиной нескончаемых человеческих страданий. Третья благородная истина, ниродха, указывает на возможность прекращения этих страданий. Будда открыл человечеству, что, несмотря на то, что страдания кажутся неотъемлемой частью бытия, прервать их порочный круг вполне возможно. Если источник страданий кроется в желаниях, то, устранив эту причину, можно положить конец и самим страданиям. Прекращение страданий не следует понимать как обещание избавления от всех жизненных трудностей и невзгод. Скорее, это освобождение от оков привязанности и неуемных желаний.
Это прекращение наступает тогда, когда разум очищается от навязчивых желаний, неоправданных ожиданий и пагубных иллюзий. Когда человек отказывается от мысли, что вечное удовольствие или абсолютную безопасность можно обрести во внешнем мире, он начинает ощущать внутренний покой, не зависящий от внешних обстоятельств. Будда учит, что освобождение от страданий достигается путем практики отрешенности, отказа от постоянной погони за желаниями и глубокого принятия непостоянства всего сущего. Страдания постепенно теряют свою власть над человеком, когда он учится видеть жизнь такой, какая она есть, с ясностью и мудростью. Четвертая благородная истина является собой магистраль, ведущую к угасанию страданий, известную под именем благородного восьмеричного пути. Это краеугольный камень буддийского учения, представляющий собой ясный и систематизированный маршрут к избавлению от пут страдания. Благородный восьмеричный путь представляет собой ансамбль из 8 взаимосвязанных практик, ориентирующих человека на постижение мудрости, укрепление нравственности и развитие умственной дисциплины. Эти шаги не следует воспринимать как отдельные этапы, скорее это непрерывное путешествие, где каждый элемент усиливает и дополняет остальные. 8 принципов включают в себя правильное понимание, подразумевающее постижение сущности страдания, осознание его истоков и возможности прекращения. Правильное намерение, заключающееся в культивировании стремления действовать с состраданием и мудростью, исключая эгоизм и насилие. Правильная речь, призывающая к правдивости, доброжелательности и рассудительности, избегая слов, способных нанести вред окружающим. Правильное поведение, предписывающее этичные поступки, воздержание от причинения вреда другим, следование принципам честности, щедрости и неподкупности. Правильный образ жизни, подразумевающий выбор профессии, которая не наносит ущерба ни себе, ни другим, а способствует миру и благополучию. В основе духовного прогресса лежит неустанное культивирование позитивных мыслей, сопровождаемое решительным искоренением негативных и деструктивных установок. Истинное осознание предполагает постоянную практику внимательности, позволяющую человеку наблюдать за своими мыслями, эмоциями и поступками с кристальной ясностью. Развитие правильной концентрации открывает путь к глубокому сосредоточению и достижению медитативных состояний, которые даруют умиротворение и ясность ума. Посредством усердного применения этих принципов каждый человек способен преодолеть оковы страданий и достичь состояния освобождения. 4 благородные истины представляют собой уникальную призму, сквозь которую можно увидеть мир, понять природу человеческих страданий и найти способы их преодоления. Эти истины не только утверждают, что страдания являются неотъемлемой частью человеческого существования, но и указывают путь к разрыву порочного круга страданий, предлагая надежду на избавление. Будда Шакьямуни, проживший 80 лет, посвятил последние 45 лет своей жизни неустанным путешествиям по просторам Индии, неся свое учение о природе страданий, пути к свободе и срединном пути. Он стал не просто учителем, достигшим просветления, но и вдохновителем для тысяч людей, стремящихся к тому же. Будда всегда подчеркивал, что он всего лишь человек, открывший истину о человеческих страданиях и указавший путь к их преодолению, не претендуя на божественность или исключительность. Своим примером он вдохновляет нас встать на этот путь духовных исканий. Путь Будды является собой повествование о преображении не небожителя, а смертного человека. Разум человека, вне зависимости от его истоков, жизненных обстоятельств или выпавших на его долю испытаний, обладает потенциалом пробуждения к высшей истине. Подобно Сиддхартхе, каждый из нас призван вступить на стезю самопознания, преодоления страданий и глубинных внутренних перемен. Любой шаг на пути к постижению этой истины есть шаг к нашему собственному просветлению. Своей жизнью он продемонстрировал, что просветление — это не недостижимая цель, а непрерывное путешествие, которое может начаться в любой момент. Благодарю за внимание.